Я сегодня живу в одном из самых лучших мест в мире, а хочу вернуться в Украину. Зачем, сам не понимаю. И не понимаю до конца, для чего я вам это все рассказываю. Всем здравствуйте! Сегодня мы говорим о важной теме, а именно о том, что нужно вернуть всех украинцев после войны домой. Это именно та идея, которая, я считаю, должна стать во главе всех реформ будущих в Украине. И как только я готовился к этому видео, набрасывал в план все то, что хочется вам сегодня рассказать, выходит следующая новость. Есть два дебила. Первый — это депутат от «Слуги народа» Георгий Мазурашу. Второй — это известный экономический диверсант, на мой взгляд, агент КГБ Данил Гетманцев. Так вот, эти красавцы создали такой законопроект. Я сейчас вам зачитаю, в чем його суть. Значить, чоловіки, які незаконно виїхали з України після 24 лютого, мають заплатити, щоб повернутися. Законопроект 8029. Якщо у пункті пропуску вони не зможуть підтвердити наявність підстав для відстрочення від військової служби з мобілізації, то мають перерахувати, внимание, на спецрахунок 25 890 гривень за кожний місяць перебування за кордоном під час воєнного стану. То есть 10 месяцев, 6 тысяч долларов вы им доположь. Я это не собирался включать вообще в видео, но это имеет прямое отношение к делу. Скажите, сколько желающих будет, если подобные идиотские законопроекты, не дай бог, превратятся, перетекут в законы, и такое будет принято? Это не нарушение всего возможного и невозможного. И как быть с теми, вообще закон обратной силы не имеет. Но запоминайте фамилии. Именно такие кретины руководят государством. А теперь то, что было запланировано, кстати, свежак, буквально вот тоже, по-моему, сегодня или вчера вышло. Два предложения, вслушайтесь, имеет прямое отношение к делу. В Інституті демографії вважають, що половина воєнних мігрантів не повернеться в Україну. І тут, значить, некто директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова вважає, що Україні вдасться повернути не більше, ніж половину громадян, які виїхали з країни через війну. Прямо скажем, сценарий и прогноз крайне пессимистичный. Но если бы не феєрія з її сторони, послухайте. Лібанова зазначила, що діаспора – це не тільки ті, хто виїхав кілька поколінь тому. Це, зокрема, і громадяни, які виїхали 2 роки тому через війну. Вона говорила про них не як про біженців, а як про мігрантів. Вони можуть забезпечити нам не тільки інвестиції, не тільки в цьому їх цінність. Головне, щоб вони формували позитивний імідж України та українців за кордоном, вважає Лібанова. Я так это читаю, слушаю, и просто хочу вам сказать, сколько сумасшедших и в управлении государством, и вот эти околоплавающие люди, которые формируют общественную точку зрения, и к ужасу и стыду моему личному, думаю, вашему, пытаются или вообще на что-то там влияют. То есть ее волнует не то, чтобы люди вернулись в Украину, отстраивали экономику и делали могущественной, великой, наконец-то, Украину, чтобы никакая война, никакой Путин нам не был страшен в будущем. Она говорит, надо, чтобы хорошо впливали на имидж Украины за кордоном. То есть ее мало, по сути, этот вопрос волнует. А для чего тогда вы у нее спрашиваете вообще ее мнение? Вот ее прогноз половина вернется. А обоснования к этому какие есть? А вот сейчас я вам выдам свои обоснования и скажу в итоге свой вывод, а вы напишите в комментариях свой. Итак, по сегодняшней статистике мы берем Польшу. Польшу, потому что в Польше больше всего украинцев. Начинаем с Польши. 2,5 примерно миллионов граждан Украины сегодня находятся в Польше. Украинцев, скажем так, украинцев. Это громаднейшее количество. И я думаю, что это несколько заниженная цифра. Теперь перед войной в Украине в Польше не хватало 6 миллионов рабочих рук. Уже миллионы восполнила Украина. Представьте, какой громадный плюс для экономики Польши, а главное для перспективы Польши. И скажите, пожалуйста, неужели вы считаете, что Польша не сделает все, чтобы этих людей оставить у себя? Особенно в свете кризиса на Ближнем Востоке, риска вот этих вот дикарей, мигрантов, вы понимаете, о ком я говорю. А украинский мигрант, украинский беженец, это вообще не то, что беженец, скажем, с Сирии. Сейчас я не хочу никого обидеть, дискриминировать по факту. Украинец — это образованный человек, это человек с европейским менталитетом, который никому не желает проблем. Практически никогда украинцы не связаны ни с каким криминалом. То есть это совсем другое. Это не то, что устраивают вот эти вот, не будем показывать пальцем, какие мигранты сейчас по всему миру и по всей Европе. Поэтому украинцы — это клондайк для любой страны мира сегодня. Дальше идем по статистике.
45% новых квартир Польши купили украинцы. А теперь вопрос к нынешней власти, да и к прошлой, и ко всем остальным. Украине 22 года независимости. За 22 года независимости в Украине ни один президент, ни какие-то другие крупные чины ничего не сделали для того, чтобы в Украине появилась ипотека. Вы же понимаете, что вот эти 45% от всех новых купленных, вдумайтесь, 45% от всех новых купленных квартир в Польше купили украинцы, половину. И поверьте мне, из этого количества громадный процент был куплен в ипотеку. В Украине, к чему я веду, ипотеку не сделали, не смогли сделать. И это не государство должно давать ипотеку. Государство должно создать условия для того, чтобы банки давали эту ипотеку. Что для этого надо было сделать? Чтобы я не просто критиковал, а рассказывал. Минимальным сделать налог на зарплату и вообще налоги в принципе в Украине, для того, чтобы все вышли в белую. Когда ты в белую, ты можешь показать банку свою платежеспособность. Ты становишься кредитуемым. А у нас все в черную, поэтому это не может работать. Я не буду сейчас в дебри вас заводить там депозитных сертификатов, ОВГЗ, то, на чем зарабатывают все банки. Банки в Украине не заинтересованы кредитовать ни граждан, ни бизнес, ни ипотеку. Потому что ничего для этого не предусмотрено. Нацбанк занят другим. Нацбанк занят пилежом вместе с этими банками, созданием условий для них, денег. Это несколько тысяч, по-моему, 2000 человек избранных, которые печатают, получают деньги, первые их приходят, соответственно, первые и распоряжаются. Украинцев в этой схеме нет. Поэтому мы позор в центре Европы, на сегодняшний день у нас нет ипотеки. Это аргумент. Вот это конкретный аргумент, что люди не вернутся домой, если им чужая страна дает эту ипотеку. И, кстати, возвращаясь к началу видео, то, что там творит Мазурашу с Гетманцевым, получается, что чужая страна сейчас принимает нашего человека, дает ему социалку, дает ему там все, что может дать, и немало. Многие страны, в частности Польша, очень многое сделала для украинцев. А своя страна говорит: возвращайся, мы тебя разуем как липку, будешь платить 25 тысяч гривен за каждый месяц отсутствия в Украине. Вы представляете вообще, что делается? То есть сейчас нам открыто уже говорят, что Украина относится к своим гражданам. Мало того, что о войне не предупредили, допустили колоссальные жертвы, так они еще и вот такими вещами занимаются. А чужие страны, как Польша, например, благополучно этим пользуются. Продолжаю конкретно по Польше. 70% иностранного бизнеса, открытого в Польше, открыли украинцы. Как вы считаете, вот дай бог заканчивается война, и даже, допустим, Зеленский, об этом мы сегодня отдельно поговорим, Зеленский, или может быть уже к тому времени будет, дай бог, новый президент, скажет: возвращайтесь, дорогие люди, домой. Неужели вы думаете, что человек, который открыл бизнес, скажем, в Польше, поскольку сейчас о Польше конкретно речь, скажет: ну все, я продаю этот бизнес или что-то там, вернусь домой. А зачем ему возвращаться домой? Гетманцев уже обещает в Украине попробовать ввести систему аналог польского ФОПа. Не работает ничего по отдельности. Если в Украине будет система польского ФОПа, зачем тогда кому-то ехать в Украину, если он в Польшу уже поедет, где честные суды, где кредитуемая экономика, где выстроены законы, где капитализм, где все. Да, с элементами вот этого дурацкого евросоюзовского, европейского социализма и бюрократии. Но это же лучше, чем то, что сегодня происходит в Украине, если человек уже что-то создал. Или если он хочет что-то создать. Какой смысл? В Украину можно ехать, это тема отдельного видео, и оно будет. Если вы заинтересуете чем-то, например, ниже налоги, смогу больше зарабатывать, больше возможностей, меньше контроля со стороны государства, лучше все это в совокупности, лучше бизнес-климат. Ничего этого никто не предлагает. Идем дальше. Польша единственная страна за последние 28 лет, чья экономика в Евросоюзе растет. То есть представьте, 28 лет последних в Европе, некоторые экономики у них была рецессия, там падение, у кого-то маленький рост, у кого-то не маленький рост, но только Польша все 28 лет стабильно растет. Представьте, насколько мы от них отстали. Два слова, почему так? Потому что там были проведены капиталистические реформы в свое время Бальцеровичем. Можете об этом отдельно почитать. Также есть такая информация, которую я неоднократно слышал, что посол, конкретно посол польский, сказал, что мы будем сражаться за украинцев, чтобы они оставались в Польше. Я не знаю, это был формальный, неформальный разговор, скорее всего неформально, но абсолютно логично и понятно, и в начале видео я об этом сказал, что Польша будет сражаться за то, чтобы украинцы остались. А теперь представляю вашему вниманию опрос, который провел или опубликовал Bloomberg. Я сейчас здесь его размещу и зачитаю вам его суть.
Около 44% украинцев, живущих в Германии, заявили, что намерены остаться либо на несколько лет, либо даже навсегда, по сравнению с 39% в предыдущем опросе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные немецкого института экономических исследований. Примерно через год после их прибытия 18% нашли работу. 3/4 посещали языковые курсы и уже закончили их, что является важным условием для работы, сообщает агентство. Представьте, то есть все больше людей, украинцев, наших людей, решили, что они не вернутся с Германии в Украину. Это все тоже работает в минус для нас и в минус предложения моего и идеи моей, что все должны вернуться, только не насильно, не под великие. В чем же суть этого видео и вообще? Не под великие лозунги, что мы великие, что мы вот такие, мы самые лучшие. На практике покажите это, создайте условия для людей вернуться. То, что предлагает моя программа реформ, за что борюсь я. Что мы должны создать самые выгодные условия и для своих людей, это вообще априори, и для иностранного инвестора. Когда человек будет выбирать Украина, Франция, Германия, Голландия и еще там какая-то Венгрия, он никогда не выберет Украину. Потому что если он засунется в какую-то бюрократию, то лучше пусть это будет бюрократия уже устоявшаяся, европейская, с европейскими судами, чем это будет какой-то подонок гетманцев или какой-то судья Князев. Тот же Bloomberg недавно публикует, значит, статью о том, что если женщины украинские не вернутся в Украину после войны, а их выехало огромное количество, как вы понимаете, это работоспособные женщины, то украинской экономике будет крах. Это тоже недалеко от правды. Потому что вы же понимаете, что у женщин сейчас свободный выезд, соответственно, больше всего женщин выехало, это все экономически активные женщины. И вы слышали хоть сейчас, хоть один раз, чтобы президент вообще в видеообращении или кто-либо из высоких руководителей государства, мне смешно, когда я это говорю, такие не руководители, вообще поднимал эту проблему? Нет, вы только слышите, знаете что? Язиковий скандал, а от тот мене відказався на мові обслуговувати. Чому ви не хочете розмовляти державною мовою? Ви больні люди, ребята. Чому? Тому що я вимагаю, щоб мене обслуговували державною мовою. А вот тот плохой, а там русское ИПСО, там агент Кремля, все что угодно, кроме конструктива. Кроме того, как дальше нам жить? Как строить государство? Теперь самый главный вопрос этого видео. Официальную информацию я вам дал, статистику я вам дал, достаточно информации, чтобы переварить. Давайте представим, сейчас вот все водят хороводы, все кричат, что наша цель вернуть Крым, Донбасс к границе 91 года. Моделируем ситуацию. Вы знаете, я считаю, то, что я не хочу, я хочу, но объективно считаю, что это невозможно военным путем сделать. Но давайте представим, что это произошло. Вернули границы 91 года. Вот вернули границы, и даже Россия распалась, все, Путин умер. Вернулись даже все украинцы, как этого хочу я. Это гарантия того, что власть перестанет заниматься вот такой ерундой, как я вам сегодня рассказал, и мы получим экономические свободы, честные суды, свободу слова, что сейчас очень важно и показало это. Вообще соблюдение прав человека, конституции, потому что закрытые границы это прямое нарушение всего этого. И вообще надежду на завтра, что наше поколение еще поживет, так как живет в принципе весь мир. Европа, Америка, плюс-минус, да, там со скидкой на разные особенности культур, вообще стран. В Америке свобод побольше, капитализм там и так далее. Ну скажите, ответьте сами себе на вопрос. Разве конкретно границы 91 года гарантируют вам это? Разве без границ 91 года, но со свободами экономическими, то, что я сейчас назвал, слово, личности свободы, перспектива, бизнес-климат, разве под это, честные суды, разве под это вы не вернетесь? Вернетесь. А вот если будут границы 91 года, но с такой политикой, как сегодня ведет государство, и как оно вело и вчера, и до войны, вы не вернетесь. Вы скажете, а меня что, эти границы 91 года накормят? Нет, не накормят. И даже те люди, которые сегодня, к сожалению, лишились своего дома или находятся на оккупированных территориях, дай бог их, допустим, деоккупировали, это гарантирует? Нет, не гарантирует. Вы, может быть, и получите свою землю, но как к людям к вам относиться не будут. И это повод все-таки задуматься. И уж тем более здесь мало зависит на украинской мове или на русском языке. Это не важно. Если вы украинец в душе, вы за единую независимую Украину против русского мира, этого уже достаточно на любом языке. А вот важно, что для нас пообещает сделать государство. На сегодняшний день оно обещает наказать мужчин, которые якобы нелегально выехали, обложить налогами, оштрафовать, отправить на фронт
и много-много всего другого, все запретить. Если вы откроете ленту новостей, а моя аудитория, я уверен, подсажена, так как и я, на ленту новостей, вы постоянно в свободное время ее читаете, то когда речь идет о месседже украинской власти, вообще государства к нам, там всегда запретить, сократить, значит, отправить куда не надо, оштрафовать. Но в основном запрет, 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 негатив какой-то. То есть тиски государства сжимаются. Никогда вы не увидите статью, вот государство хочет что-то разрешить, снизить налоги, создать условия. Такого вы никогда не прочитаете. И задумайтесь. Если уже было достаточно поводов у этого руководства и вообще показать себя. И если у человека в голове направление такое, как у Путина, а я напоминаю, что русский мир — это понятие, которое не просто слова, оно включает в себя конкретный набор составляющих. Отсутствие свободы слова, нечестные суды, левиафан, беспредел чиновников, давление государства, отсутствие свобод, тоталитарный режим. Так вот это и есть русский мир. И этот русский мир может устроить не только Путин, а любой другой диктатор или подобие диктатору. У нас все идет, к сожалению, к тоталитарному режиму, я не хочу этого допустить. И моя идея заключается в том, что все украинцы должны вернуться в выгодные условия, чтобы в Украине жило больше людей, чем жило до войны. Наращивалась экономика, и страна жила совсем по другим принципам. И другая армия, вы можете найти мое видение в других видео. Национальная идея должна быть совершенно другой. Я даже стрим отдельно этому посвящал. Не может быть национальная идея, язык, территория, сказки, лозунги. Это все на хлеб не намажешь, это все не прокормит. А украинцы уезжали массово из Украины даже до войны. И если вы посмотрите, я опубликую сейчас график населения Израиля, например, мы сейчас вот с Израилем сравниваем, потому что там сейчас война, можно сказать, да, военное положение, военная агрессия против Израиля. Там население росло. Народ, который Гитлер истреблял, население растет очень большими темпами. А в Украине мы начали 52 миллиона после распада Союза. Сегодня уже в Украине миллионов 25. То есть больше, чем в 2 раза уменьшилось. А когда вы выбираете, куда переехать, первое, что вы должны посмотреть, в этом регионе прибывает население или убывает. Если с какого-то региона, страны, города люди убывают, туда ехать не надо, там экономики не будет. Экономика будет там, куда люди прибывают. Так вот в Израиле все нормально. Война, всю историю, куча неприятностей. Странно получается, а людей все больше становится, а у нас людей все меньше. Грозит демографическая катастрофа. Рождаемость одна, или уже там писали, самая низкая в мире. Смертность высочайшая и по естественным причинам, и медицина плохая, государственная, это и вообще не должно быть, должна быть частная. Ну и, конечно, фронт самое главное. И просто гражданские жертвы от этих ублюдков, которые поубивали наших людей. То есть все не в пользу Украины. Но вам подсовывают лозунги. Это главная мысль. Не лозунгами, а конкретными делами. И конкретно, для чего мне возвращаться в Украину? Чтобы об меня государство вытерло ноги, так как до войны? Никто не захочет. Разве что такой обезбашенный патриот, как я. Я сегодня живу в одном из самых лучших мест в мире, а хочу вернуться в Украину. Зачем, сам не понимаю. И не понимаю до конца, для чего я вам это все рассказываю. Но факт остается фактом. Поэтому мне очень важно, что... Вообще спасибо тому, кто до этого момента досмотрел видео. Мне важно, чтобы вы подписались на канал, поставьте, пожалуйста, лайк, колокольчик. И очень важно ваше видение ситуации. Возможно, какой-то аргумент я не досказал. Напишите, что еще может повлиять в пользу того, чтобы все вернулись домой. А мы должны вернуться, потому что мы должны показать, что мы хозяева нашей земли, а не эти мрази-чиновники, и тем более уж не Путин. Понимаете? Если мы не вернемся, то мы проиграли чиновникам, значит, чиновники победили. Чиновники, корпорации, BlackRock и все остальные, им большое население точно не надо. Им надо ресурсы, чуть-чуть населения и олигархам точно так же. Обслуживающий их персонал, а все остальные до свидания. Никакого креативного и созидательного класса им не надо. И все, рабы, рабы. И пенсионеры. Напоминаю, пенсионеров в Украине от 8 до 10 миллионов. Никто точно не считал. Ну и также напишите, пожалуйста, в комментариях ваши аргументы, которые я не учел, которые против того, чтобы люди возвращались. Тоже все очень важно. Спасибо, что досмотрели до конца. Подпишитесь на канал.